Доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Игра Лайф, и мы продолжаем проходить Come Deliverance. Итак, я тут немножко подраспродался. Вот, ничего особо нового нету, за исключением, сейчас покажу, доспехов. Вот это вот панцирь. Я нашел его в лагере, случайно пробегая мимо. За типом гнался, ну короче, в общем, за разбойники напали. Я нашел его, нашел вот этот щит. И все вроде там шпоры, шморы. Так по мелочи шмотки чуть-чуть поменялись. Вот, и все в принципе на этом. Шлем остался прежним, перчаточки появились. Вроде все, друзья. Я хочу двинуться на основную линию сюжета. А именно вот сюда. Нойхов. Давайте, наверное, проедем туда по-быстренькому. И посмотрим, что там у нас дальше. Мы на службе у пана. Кто здесь? Что за путник? Ну, давайте-ка спросим, что он хочет. Здорово, ты кто, ёпт? Что-то тебя не видел раньше. What's the matter? Nothing's the matter. I'd just like to pass the time of day with a fellow wayfarer. I see. What do you have in mind? We could have a little bout of combat, for the sake of practice. Давай, я не против. All right, why not? Do you have any coin? Well, Ну, есть. Surely you didn't imagine we would fight just... Давайте. I have. I'm glad to hear it. Let's get to it then. Давай начнем, давай, на руках. А, не на руках. Я-то думал на руках. Аккуратнее, аккуратнее, парниша. You asked for it. Ебать в рот. Так. О! Серьезно, блядь. Слушай, с топориком-то молодец он. Так. Одну секундочку, друзья. Я просто взгляну, блядь. Где бой? Бой мечом. У меня есть тут это. Рубящий, рубящий, колющий. И рубящий, колющий, колющий. Так, влево. Запомнили? Так его, блядь, не так просто победить, нахуй, пацаны. Серьезно какой-то оказался, блядь. Ого, он. С топориком меня перекрывает. Так, надо выносливости подсобрать. Он мне просто, блядь. Пёс. И как мне с ним совладеть? Может достать лук, нахуй? Какая разница? Чё это дура? У меня и конь есть, ёпта, так-то. Ой, он мне руку, нихуя он мне покрошил. Кровотечение и руку, блядь. Ну ладно, дура ебаная. Сейчас я тебя устрою, блядь. Раз такая возня, нахуй, нихуя ты, блядь. Не сказал, что ты чемпион мира, нахуй, по боям, блядь. На, ёбана, в письку тебе.
Хуй ему сразу. Take your winnings and go. Hey, watch it. Sakura. This is not my day. Here, take your car. Пошел ты, блядь. Мне надо срочно нахуй это. Перевязаться нахуй. Связался с каким-то, блядь. Ебануться. Кто это вообще был, блядь? Ебать. Так, мне нужно подлечить раны, блядь, свои. Возвращаемся, блядь. Хера себе, блядь. Ха. Прикольно было, блядь. Просто мне наебошил, нахуй, за здрасте, блядь, своим топором. Ловкость тоже имеет значение, блядь. Ну, может, он супер прокачан был, не знаю, но... Хотя у меня, в принципе, не так все и плохо. Я имею в виду это. Нету еды, блядь. Посплю, давайте чуть-чуть это. Восстановлюсь, нахуй. Нереально просто это вообще. А, так вообще давайте до утра пизданем. И утром поскачем тогда. А то тут время уже, блядь, это осталось совсем мало. Вот раннее утро. А вы что не спите? Что это, бля, у вас тут? Есть что поесть? Спасибо, что сварили. Как вкусно, блядь. Так, что у меня? Сытость 85, пища есть, что, нет? Нету, ну-ка, а у этого есть что? Ты едой банжишь вообще? Не банжит. Не банжит. Ну ладно. Так. Тереза полезла спать, походу. Я думаю, еду мы сможем там купить. Сполоснуться, блядь. Так, ну все, мчим. Так, попытка 2. Двигаемся. Опять путник. Сказочник, блядь. Рассказывай свои сказки кому-нибудь другому, сказочник. Загадки, вернее. Так. Ну и что у нас тут? Сотнику Бернарду, что ты узнал от Рыжего? Я должен спросить на конном заводе. Ага, давайте спросим сейчас сначала вот здесь. Вот у нее. I found Ginger. He begged me to ask if he can return. Why should I take him back? It might be his fault I had to bury my husband. What? Why else would he flee but guilt? The men said they didn't see him in bed. He didn't have a clean conscience because he gave those murderers a signal. That's not true. He fled because one of the attackers recognized him and Ginger was afraid he'd come back and kill him. Those are just excuses. He wouldn't dare come back. But they came back the very same day. If he hadn't run, they'd have killed him and everyone else. But why would they do that? Why not? They'd already murdered several people. Why not a few more? And now I'm supposed to take him back? What if they come back for him and kill one of my daughters in the process? The cutthroats who were after him have been taken care of. And the rest have no reason to return here.
And what about for revenge? I can't take him back. I understand your concerns, but you just need to ask Sir Hamish to leave you a guard. Those bandits might be willing to take on a few stable boys, but not an armed soldier. I'd definitely feel better if someone was here a few days to keep watch. It can be arranged. I'm sure Sir Bernard won't object. Good then. Let the lad come back again. Так, все, рыжему можно сообщить. Блять. Че, сейчас что ли? Ну давайте, а то потом это... Скорее всего, мы куда-то понесемся и... О! Сам пан, ёпта, здесь. Сапоги у него крутые. Ладно, давайте доскочим до рыжего быстренько. Скажем, что, бля, может возвращаться паренек. Чё нет-то? То гасится там где-то непонятно где. А так все же чё? Дом там у него. Шмон. Красота, рассвет. Какой рассвет? Полдень, по-моему, уже даже. Облачно. Место охоты на оленей, я теперь знаю где. Смотрите их сколько. Прям с лошади можно работать. Ну не сейчас, не до оленей. Ой, ёпта. Перевернулся, блядь, пацаны. Ого. Лошадка устала, что ли? Это вот подъебон, конечно. Так, а вот и шалаши. You can return home. It was hard work to convince them, so please don't get into trouble when you go back. Thank you. I'd like to give you something, but I've got nothing except if you're ever traveling by way of Neuhof, stop by and I'll show you something with the horses. Чему-нибудь о лошадях он меня научит. Ну ладно. Верховая езда, скорее всего. Мне, блядь, теперь это... Отхилиться бы. Ни о чем. Ну-ка, что еще есть? Живая вода. Календула 30. Здоровье 83. Ну, почти. Давайте. А, питательность 5. Жахнет. Ну и обратно, чё? Нойхов. Здоровье восстановили. Надо будет аккуратнее в следующий раз прыгать на лошади. Опа, путник. А, блядь, трусливый трусливый рыцарь, пацаны. Он мне уже попадался. Сейчас покажу, что он налечивает, кстати. Может, видели, не знаю, не помню. What is it then? It's about this. I challenge you. What? You heard? Don't try to wriggle out of it.
I'm not in the habit of fighting Можно, to the конечно, с ним death with схлестнуться, fellows но I я meet by что-то это chance on the road. Tell me паренька What's happening не is I'm хочу как бы challenging you наказывать. to a duel. You disgusting man. I spit in your face. eager, aren't you? Who are you, anyway? I am Sir Oldbram of Lossany. Pleased to meet you, Sir Albram. So, what are you after? My mother sent me out to get some experience. She's obsessed with tales of chivalrous knights. In short, she sent me off looking for some virgin to save and to win glory in combat. But I have to admit, I'm not very good at it. Look, dueling's all fine and dandy, but shouldn't you start with looking for that virgin? There's lots of pretty maids around these parts. One or two might still be virgins. Once you've done that, you might see this dueling differently. True. If I'm fighting for the... That's not quite what I had in mind. Thank you. Glad to be of service, sir. Ну вот такая история, в I общем. only hope some Трусливый Christian рыцарь, soul will пацаны. give me a proper burial. I don't want the flesh picked from my bone. I only hope some Christian soul will give me Продолжаем наше движение. Может потом как-нибудь я с ним и это... Надо найти просто его деревню. Разузнать за него, может сказать, типа, что вы его там отправили-то, блядь. На перекрытку-то. Не понял. Так, мы на месте. Где наш сотник Бернард? Well, well. Look who deigns to grace us with his presence. I was looking for that boy, and And you didn't bother telling anyone. I had to follow the trail before it went cold. And what if some bandit skewered you and left you for dead? We'd never find you because you told no one where you were going. How would I explain that to Sir Radzik, eh? I really don't know, my lord. He disappeared without saying a word to anyone. Never crossed my mind he wanted to get himself killed. I... Silence! Keep your ignorant mouth shut when I'm giving you the benefit of a veteran's wisdom. You do what I tell you, answer only when I ask, and not go roaming off whenever you feel like it. I'd like to kick your arse back to the castle and be shut of you. But it's true, you're a fucking peasant who knows nothing about soldiering, and it's my job to whip you into shape, so I'm not done with you yet. God have mercy on you if you ever try anything like that again. If you're lucky, I'll only have you whipped and clapped in the stocks. Because if I get my way, you'll be hanged for desertion. I hope we've got that out of the way. I've made myself absolutely clear. And now, let's hear what you have to report. I have Давайте some уши. trophies. Отдадим Let's сначала. see. Bastards deserved it. О, топором. Древковым оружием, в бою на I'd like мечах. to improve my... Certainly. I'd like to practice... All right. Да держи, ёпта. Так, и еще там был I hope I can be of... обучение на I'd like мечах. to improve my sword. Certainly. Ну, I'm вот interested in more advanced techniques. All right, but это. Держи, now, ёпта. pay close attention. Ты стал сильнее, бои мечом, отлично. А теперь я знаю, I кто talked to напал. Ginger and found out what happened. Out with it then. Ginger fled because he recognized one of the raiders. He was afraid they'd come back to silence him. Well, he was right. They were asking about him. So who did he recognize? He didn't know his name. Some fellow with a limp from Ujits. All right. Since you've gone this far, you may as well ask around in Ujits. We've enough to do here in these parts anyway. Sir Radzik will tell you about it. He said to send you to him if you haven't already been. Угу. Ну-ка, I'd like some Certainly. I'd like смогу to я? practice... All right. Могу. Now, pay close attention. И чё?
стрелковым оружием. I'd like some training. Certainly. I'm interested in... Wouldn't you rather... Понятно. Well, Как I'd топором? like to learn... Вообще не Certainly. умею махать. I'd Ни like to разу не practice... махал. All right. Now, Все, ладно, пошли теперь к пану. Расскажем ему, стоит тут такой деловой. Рацик кобыла. Welcome, Henry. Greetings. What business have you? My lord, I managed to find a clue to the whereabouts of the bandits. Excellent. Bernard already told me what's been happening, but I'd like to hear it straight from the horse's mouth. The whole story or just the gist of it, sir? It's up to you what you consider important. One of the Neuhoff stable boys, a lad they called Ginger, fled from there and hid out with some charcoal burners. I have to say, there's a lot of them around. I never thought how many forges and ironworks they have to supply. That's true, but keep to the point. Oh, yes, sir. I had quite a job finding him. He was well hidden and with good reason. The bandits wanted to kill him. Did he tell you what happened? He said it wasn't one gang, but two. And one of them took fright when the slaughter started. Seems they were only interested in loot, so they quarrelled with the other lot. Then it came to a... And did you find out where they went? All I know is one of them is from Uzhitz. I know enough about him to be able to track him down. All right, but those cutthroats must know who he is too, right? And if they want to get revenge on him or silence him, you'd better hope they don't get to him before you. So drop everything and get on his trail. Find out what he knows and then report back to me. I'm going to our encampment at Merhayed to oversee the security of the region. Yes, sir. Why choose Merhayed? It's somewhat at the centre of events, isn't it? And what's more, there's another stud farm there. Sir, do you think they're going to try the same thing again? I shouldn't think so. Everyone will be on the alert now, but the secluded dwellings are more vulnerable. There are few people in them. They're scattered everywhere and we can't guard them all. But the bandits won't find much silver in places like that. There's always a groschen or two, some food and so on. Anyway, how much silver did they get? True. If they'd stolen them, they could have sold them. Those were... Exactly. It's not about the silver. But what? Creating fear. Such great terror that you won't even squeak when they come to cut your throat. Never mind raise your hand against them. Fear that will root you to the spot, staring like a rabbit entranced by a stoat, waiting for the death blow. I have some news about the investigation, sir. Good. Tell me. The trail leads to Uzhitz. I found out one of the bandits is from there, a fellow they call Limpy Lubosh. I see. What else? That's all I found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn anything new. Ну и все, в принципе, друзья. Заткнись, нахуй, лаешь. Так, я хочу посмотреть. Поторговать, во-первых. Так, что она может? Вот тут подковки бы мне. Они что-то дают для лошадки. Дворянская уздечка. Мне просто сравнить-то не с чем. Кавалерийская уздечка. А давайте, знаете как, сортирнем по цене, ёптать. Угу. От дорогих к дешевому. Так, поехали. Золотые шпоры, ребята. Золотые. Ничего не меняется. Тупо золотые шпоры. Но у меня какие-то тоже шпоры-то есть. Воинские подковы. О, 4 сидельные сумки. А, тут, наверное, можно... Вес 20, станет, чтобы меньше увидим заметность.
Более тяжелые грузы. Дворянская. Мне бы, знаете... О, панское седло, смотрите. Вес 25, цена 600. Пока не могу ничего понять в коняшестве в этом. Не знаю, так-то прикольно все, но... Так. Защита. 9. Ну-ка. А у моей лошадки сколько защиты? Лошадь. 8. Оу. Оу. А, вот подковки. Защита на голову. Телесный доспех. И чипак. Ну-ка, а как лошадочка? Интересно. Могу я тебе помочь? Смогу ли я тебе помочь, починив твое снаряжение? О, игра, блядь. Зачем ты так поступаешь? Подождите, друзья, она у меня свернулась. Так. Не могу починить бронника. Ну-ка, теперь портного смогу починить? О, портным смогу. Только нет портного больше. А, вообще мог. Так, а как мне седло-то починить тогда? I'd like to buy a horse. I'm glad to hear it. We're badly in need of selling some. Have you looked them over? Not yet. Then go and have a look in the stables, so you know what you're buying. Oh, watch where you're going. Чё, ёпта? Так, друзья. Точка интереса. Я в замешательстве сейчас. Так, я в замешательстве. Почему? Потому что, во-первых, я все потратил. У меня почти нет наборов этих, надо купить обязательно. И лошадковские починить, блять, снаряжение лошадковское. Каким образом, не знаю. Кто это, кожевник чинит, кто? Обычное седло. Лошади, всаднику можно. Ладно. Ой, это ты? Ха, я тебя не узнал. Не узнал, честно. Как будто и не ты. Сотник Бернард куда-то только что ускакал. А, вон он. Ну ладно. Нам в другом направлении, друзья. Давайте в Ужицу. И там посмотрим, что к чему. Там кузнец должен быть. Там должен быть кто-нибудь, да должен быть, кто может мне помочь с ремонтом моего снаряжения на лошадке. И тем временем близится ночь. Путник. Что за путник? Где, блядь?
How are you with riddles? Опять ты, блядь. Как ты надоел мне, слушай. Что за точка интереса? Давайте-ка до нее доскачем. А, все понятно, я был здесь. Я уже здесь был. В 5 вечера мы в Ужице. Так, хорошо, я обязательно узнаю, где живет этот разбойник. Но сначала я хочу... А, тут нету, смотрите-ка. Ристалище. Охотник. Кожевник. Барышник. Короче, нет здесь того, кто мне нужен. Ну ладно, будем искать, кто все-таки. Спешиваемся, лошадка. Будь здесь. Так, что у нас? Ну-ка. Так, портного, да, мне нужно портной. Залечить мои доспехи. По оружию все нормально. Вот по портному ненормально. Ну ладно, пообщаемся с народом. I hope I can... I'm looking for a fellow who lives here, but I don't know his name. Do you know anyone with a limp? What would you want with him? Well, it's no skin off my nose. The bastard has a cottage on the edge of the village by the road to Ratai. Быстро вообще. Изи оказалось что-то вообще очень быстро. Мы тут узнали, где хромой. Ну давай. Здесь вот внизу, блядь. Наведаемся к нему. Move along, citizens. Move along. There's nothing to see here. That's what you call nothing to see. I'd like to know what something to see looks like. By the keys of St. Peter, this is all I need. We'll have to send word to Sir Hanush. That might not be necessary. Who are you? I'm Henry of Skalitz, in the service of Hanush's Captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Neuhof? One of the folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. We have no bandits or murderers around here. Really? They say he had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you to Limpy Lubosh. Я не успел. Or all that's left of him. Sakra. Nothing's ever easy. I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. You can take this mess off my hands and welcome to it.
As for what else there is to find out, I don't know. But look and ask all you like. Я не успел. Who was Limpy Lubosh? A poor crofter and a scoundrel. Can't say I'm too surprised what happened to him. He kept company with all sorts of vermin. He was always getting into some kind of trouble. Punch-ups in the tavern and what have you. How come he limped? He got that from some villainy or brawl a long time ago. Has he been up to anything suspicious lately? I don't know. The last few days he didn't go anywhere. He was home the whole time. But he always kept everyone in the village at arm's length. Did he have any kith or kin in the village? None. A loner he was. I don't know the last time I saw him with anyone. Do you happen to know where he was on the night of the Neuhof raid? I've no idea. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was away or holed up at home. Another thing about Lubosh. When did you find the body? And did anyone see anything? Just now, and nobody saw or heard anything. I don't know how they could gut him like that without someone hearing him scream. Да, запутанная история, конечно. А вы чё вылупились в Оттаву? Ёп, ты знаешь что-нибудь? I'm honored that you... I've come in the name... Sir Hanush gives a job like that to a young fellow like you? Well, what do I care? Ask. That man Lubosh who was murdered, what was he like? He was a strange one. Always drinking, bad-tempered. Lord knows how he made a living. Well, maybe now I've got an idea or two. Have you noticed anything suspicious recently? I didn't see much of him Пиздец, lately. прям Коломбо, Not блядь. even in the tavern. Not till yesterday in church, as it happens. Поговорить со священником. Do you know what Lubosh was doing the day... I don't think he was home at all. Wait, are you saying he... Jesus! Do you know anyone Lubosh used to spend time... I really don't know. As far as I know, he had... That's all. Thank you. I've come in the name of Sir Han... Sir Han... That's all. Так, священник. Кто из вас священник? Ты кто? Be a bit more А, вот здесь, да? Поговорите со священником. Угу. I hope I can be of help. I've come in... I don't know. That man Lubosh who was murdered. I didn't really know him. He kept to himself. Have you noticed anything suspicious? Come to think of it, he was in church yesterday. He was even talking to the priest. I was wondering what he was up to take to the faith all of a sudden. Do you know what I was coming from the tavern very late that night, and I caught a... He looked like... Do you know anyone? Not with any... That's all. Итак, у меня со священником, блядь, разговор должен состояться. Все эти здесь стоят не просто так. Может, по очереди с ними, блядь, со всеми пообщаться? I'm at your service. I've come in the... Sir Hanush. Так, That's этот all. ничего нового мне не скажет. Походу, все. О, ты кто? I'm honored. I've come... Of course. That man Lubosh who was murdered. He was a drunk. Have you noticed anything suspicious? Well, now I think of it, Do you know what not a clue. Do you know anyone Lubosh used to spend... He was a loner. That's all. Ни о чем. Thank you.
Так, кто ты? Крестьянка, торговка. Ну-ка, знаешь что? I've come in the name... Don't know how I can help you, but ask if you must. Who was this, Luke? You could see at first glance he was no good. Have you noticed anything suspicious? There wasn't sight or sound of him for a long time, and then yesterday, he turned up at the church. Do you know what Luke... I don't think he was hurt. Do you know who Luke... As far as I know, he had... That's all. Thank you. Так, все разошлись. Ладно, да, к священнику узнаем, что к чему. Может, он что, прояснит? Яблочки, что ли? Что это он бежит так? Ты куда, блядь? А ты? Давай, я помогу. Ублюдок, нахуй. Догнать разбойника, нахуй. Хуя он, блядь, чешет. Где Мудин, блядь? Damn. О, как надо было. Пес, нахуй, давай. Да я сам, подожди. Сейчас, нахуй. На нахуй. Had enough? Yeah, you got me. For the love of God, I only stole a piece of bread. I was starving. Ты за это сдохнешь, блядь. Ну это жестко, конечно. Украл хлеба, украл, блядь, жрать хочет. Well, пиздуй. What? You mean it? Get lost before I change my mind. You really let him go? Just like that? And did you get the loot back? No, he had nothing on him. Nothing? How come? Do I look like someone you can make accusations against? I didn't mean it like that at all. My apologies. And just so you know, I'm no pinch. Thanks. Ладно, продолжим. Прикольно. Со священником надо перетереть. Что он знает, что скажет, блядь. Посмотрим. Так, у нас там что-то прокачивалось, кстати. А и живучесть, смотрите-ка, прокачалась. Победив первого врага, вы получаете 50% прибавку к силе атаки. Я согласен. А ваше множество надо что-то быстрее. Хорошее умение. А, стоп. Что же? Красноречие. Эмпатия. При использовании навыка вы увидите в диалогах характеристики того, с кем вы разговариваете. Это прикольно, конечно, тоже.
останавливает ваше красноречие, когда вы торгуетесь. Когда торговец теряет терпение, торгуясь с вами, получаете еще одну возможность сделать предложение. Не очень мне интересно. Вот это, наверное, эмпатия. Будем, наверное, видеть будем. Что ответить, если что. Так. И... все, ребятки. Все, продолжаем. Так, где-то здесь. Вот он. Отец Богута, все нормально у вас? I see you know how to wield a sword, Father. I wouldn't have expected that from him. With a stick. I practiced with a stick. Reminder of my youth and days gone by. The blessings of our good Lord be with you, Father. I'm here in the name of Sir Hanush of Lipa, investigating the massacre at Neuhof, which seems to be connected to a murder here. Can I ask you a few questions? It seems Sir Hanush is employing children as investigators. But ask as you wish, boy. I hope this nasty business... Did you know Lubosh? What was he like? Bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't think he was such a bad person. Did you notice anything suspicious recently? My child, all sorts of suspicious things have been going on recently. People like Lubosh don't know what to do about it, and sometimes they do stupid things. That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that. Do you know what Lubosh was doing on the day Neuhof was raided? Unfortunately, I do know. And I'd like to help you with your investigation. Почему? But I can't. What? I'm bound by certain vows that forbid me to tell you. Vows more important than catching dangerous murderers? There are laws of God above the laws of man, son. And one of those is the sanctity of the confessional. Ну и что делать, блядь? Father, surely you can't be serious. There must be situations in which you can make an exception. There are things that apply always, no matter what the circumstances. And this is one of them. О, теперь мы видим, смотрите. Можем, в принципе, везде. Вот так. For heaven's sake, Father, can you really look me in the eye and tell me that when you know you may be condemning innocent people to death? I can. Почему? Because if I broke that vow, the consequences would be much worse than if I didn't. Maybe not immediately, but one day. The mills of God grind slowly. Вот жопа. Father, Lubosh was my only lead to the Neuhof raiders. Only he could tell me who was responsible for that massacre. If I don't find out who it was, it will probably happen again. Surely you wouldn't want that. I wouldn't. But I can't betray the sanctity of the confessional. I'll tell you what. Give me some time and I'll try to think up some way of helping you. Suppose we talk it over in the evening. In the tavern. Over a cup of good wine. Maybe we'll come up with something. All right? Хорошо, блядь. В корчме так в корчме, нахуй. Да. Провал. Несмотря на то, что там были как бы улучшения, блядь. Ну, я провалился. Ребятки. Странно очень, конечно, странно. Посмотрите. Вроде нормально все. И никто здесь... вот здесь вот что? Давайте поизучаем пока вечер не наступил. Местность. Может, что там найдем интересного?
Побегаю пешком, покачаю выносливость. Попрыгаю, по всякие препятствия попреодолеваю. Так она и прокачивается, в принципе. О, стрельбище. Прикольно. То есть здесь можно практиковать в стрельбе, походу. Угу. Ну-ка, прокачивается навык стрельбы. Так, давайте-ка сейчас проверим. Ой. Стрельба из лука. 75. Пустим пару стрел. Молоко. Не, что-то ничего не меняется, ладно. Убираем лук. Пошли в корчму. All right. To good neighbours. I'm sorry I can't tell you everything, but maybe we can work something out. But first I'd like to hear something about you, my son. With whom do I have the honor? Where are you from? I'm from Skalitz. Oh, I'm sorry. What about your kin? And good health. They're dead. Well, I'm sorry to hear that. Here, we'll drink to them. It must have been terrible. It was terrible. It seemed so pointless. We had no warning. They just appeared and began the slaughter. God knows why. They killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle. My parents, my girl, even the Deutsch who was on Sigismund's side. I didn't make it to the castle. I wanted to try and help my parents, but there was nothing I could do. Then I fled to Talmberg with the Cumans on my heels. They almost killed me. They slaughtered people in the surrounding villages. There was a pile of bodies in front of the church in Rovna. Folk who tried to take refuge there, but they... My poor child. May God grant them eternal rest. And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanish to send that old grouch, Bernard. He did, but I found a witness and the trail led here to Ujitz, so he sent me here to follow it up. Ah, well, congratulations. It's nice to see someone using their head to find things out instead of torture. We'll have to drink to that. Now the most important thing. What actually happened in Noel? The good folks hereabout are saying all kinds of terrible things, but I take most of it with a pinch of salt. I'd like a beer. The rumors aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhof stud farm was raided by bandits.
But they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to kill. They maimed the horses and slaughtered some people. I'm sure they would have killed more, but the bandits quarrelled among themselves and broke off the attack. And judging by what's left of our Lubosh, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. Dreadful. Well then, here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly. I've told you all about me. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. I noticed you're pretty handy with a sword. I wouldn't expect that of a man of the cloth. You know what they say. The Lord moves in mysterious ways. But this is a bit more mysterious than others. Let's just say I haven't always been a priest. Fate led me to places where affairs were settled by force. These days, of course, it's just a bit of exercise to keep me in shape. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions because if you do it once, you'll forever be tempted to do it again. If people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone, and that's worse than even the most hideous crime. I understand, but that means I've reached a dead end. Those cutthroats will strike again, and I can't stop them. Chin up, lad. I might have a solution. What? If I tell you what Lubosh told me, I'd be betraying the confessional secret. But, first thing tomorrow, I'll try something I think might help you. Word of honor? On my soul. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where on earth do you get the ideas for your sermons? Well, Ujits isn't Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon be preaching to an empty church. Our priest wasn't exactly a bard. So what do you preach to your flock about? It has to be something topical. Condemning vices. And, of course, describing them in detail. A tongue lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life, with a nice moral to them, are popular as well. Especially if they're about fornication and similar scandalous vices. Can you give me an example? Well, recently a priest by the name of Jan Hus started preaching in Prague, in the Czech language, and the people liked it. I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is preaching, and I like the sound of it. I'm thinking about putting it in my own repertoire. What's so amazing about it? The preaching of Master Jan Hus about Mother Church. The lamentable wealth in which the church is drowning has turned to poison, and nearly the whole of Christendom is contaminated. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every grain of gold and silver. They know no mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth, and they shamelessly profit from everything. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay and you will have absolution. What if the devil himself were to pay? Would he ascend to heaven too? With such money gained from the poor, they buy beautiful horses to ride and needless servants to pamper them. They gamble at dice and dress their whores in expensive furs, while Jesus Christ walked barefoot and had no place to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Amen. Well, this Jan Hus character is quite a rebel. Oh, the congregation will love it. I don't doubt it. Let's drink to that. Funny. That last bit reminds me of someone. What do you mean? My situation's completely different. Huth preaches against the prelates and the clerics who are robbing the poor. Look at me. I don't have a pot to piss in. I'm no better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sasau Monastery. Don't you think it's a bit odd when someone boozes and lives in sin with a woman,
and then criticises the Pope for debauchery. No, I don't. What do you think of this Jan Hus? He's certainly a wise man. A little overzealous for my taste. If he got out of Prague and came here for a look, I'm sure he'd stop condemning drinking and lying with women. Where can I find out more about his teachings? You like it? I copied down some of his sermons. If you're interested, you can read them at my presbytery. What do the common folk think of it? They like it. They're happy to hear someone say what they think themselves, but are afraid to say aloud. Things that make them angry. And they're calling for change. In a few years, it'll have grown beyond control. You mark my words, the people will rise up, and the church will be shaken to its very foundations. Yeah, unless they burn him at the stake first. Nonsense. They can't burn a master of the most respected university in Europe. Thanks for the sermon, but I think I've been morally uplifted enough. Oh, it's getting quite late. What are your plans, Father? What do you suppose? We have a drink, of course. Ah, that sounds like a good plan. I knew you wouldn't let me down. Набухались, походу, мы. Przyszła bida mora lat, to nie ustoi żadnej chlap. Na kraj padł dziesięć smutek, dziobnielo i rano utek, dzieci w małżeński majstrat. Do wczera żylne staje brak, už sejmo i svatý muži, nechtěl bych bejbě i kůži. Nám je to jedno a tak si dáme jedno a požerem si huby jako poslední den. Buďme se vámi, ano ráda slávy a tak vypal sudy a posaď se mi sem, tak posaď se sem a vypal je ven. Ukaž kozy jako vozy, zítra jen tu jsou nejdem, tak nalej mi hned a točí se zpět. Enough of this! Bailiff, come on over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can write is me. Enough! Men, throw them out. Вышвырнуть. You looking for a fight? Henry, back me up. О! Неужто замес? Тут точно, походу, замес. Ну давайте, ёпта. Сейчас я покажу, как надо, ёба. О, накатил, блядь, мне. На тебе в ответку. На, так. О, блядь, пес. У меня нормально все с этим, блядь, с драками, нахуй. You'll get what more. Ловко скачали. So, my dear, would you like to have a little ring on the bell? No sooner said than done. I'd love to. And Henry перекрытый. too, I'm sure. Right, Henry? Stop that nonsense, Godwin. Are you out of your mind? What will people say? They can say what they like. What do I care? What do they do to me? Watch the step, my dears.
Careful, you don't hurt yourself. О, о, о. Я не могу. Неужто в колокол будет ебашить? Here we are. Look at this beauty. We can't do this, can we? Who says? Get ringing, wench. This is wonderful. Ah, bloody oath. And now, my dears, comes the climax of the evening. Godwin, you old goat. Come here. Oh. Ну чё он там исполняет? Has mounted up. What do you say, Henry? Shall we take a little ride of our own? В хлам перекрытый. В чем в рубашке? Что делать? Я не хочу мекать. Но меня явно шатает. Well, I have to say that was a fine evening. Godwin, you beast. Get up. Do you hear me? Wake up, you drunkards. Oh, fucking hell. Where the... Oh, what the... Oh, who the hell are you? Oh, Henry. My great friend, Henry. Didn't we have a wonderful time? Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Oh, step on in my head. My guts. Oh, my poor suffering stomach. Oh, what was that woman on about? Before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Oh. Mass! Oh shit, I have to say mass. I gotta say mass. You have to help me. How? You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but you can. You can do the sermon for me. What? So, first I investigate a murder no one wants investigated. Then I drunkenly keep the whole town up all night. And now you want me to preach at them from the pulpit? Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose that Sir Ratzig's protege. You just came from studying in Prague. And you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Henry, look, from what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me,
Bishops can have my guts for garters. So I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're mad. You're stark raving mad. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. Oh. How about this? If you help me with this, I'll tell you who Lubosh's cronies are. Well, all right. I can't make any promises about what'll happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday in the tavern, and that's that. No need to drag it out. If it turns out well, I'll tell you what I know about Lubosh. Christ almighty. Fine then. Wonderful. Let's... Так я, блядь, не помню, нахуй. Проповедь, которую он мне рассказывал. А где мои вещи? What's the matter with you? We have to start mass. It's already late. Вот они, блядь. Фу, вроде все. Блять, ёпта. Хера все как упало. Заметность 100. Бегом бегу, блядь, читать проповедь. Куда идти-то только? Так, не понял. Не понял. Мне же, блядь, он попросил. Вместо отца Богуты. А где? В трусах, блядь. I thought he'd never show up. The swim pole. Look at him. He can hardly walk after his capers last night. You were with them, you beast. Just you wait. Look at him. Mother of God. Any minute now he'll throw up. I couldn't sleep a wink last night with all that clamor. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas at venerabiles a manus suas. Hac facite in meam commemorationem. Brothers and sisters, you may have had the honor of meeting Henry from Skalitz, who is here at the behest of Sir Hanush to investigate that heinous crime at Neuhof. You might not know that Henry recently visited Prague, where, by the grace of God, was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching. I've managed to persuade Henry to stand here today in my stead and tell us what he heard. Because, as you all probably know, Jan Hus is a very popular preacher in Prague. So, Henry, you may begin.
Бля. Пацаны, а что-то у нас все плохо, на. Greetings, brothers and sisters in Christ. I am here to tell you about Mother Church and to show you through my words how she is falling into decay and abandon, how the once great mother of all Christians is losing her dignity and trading in souls like the merchants in the temple. But I am digressing. Boy has a cheek. Блять. One should not believe in the church, because the church is not God. God is above all things, and the church is but a means to salvation, which the prelates do not care to hear. He's right. It is the corruption of God's pastors here on earth that has brought misfortune on our heads. Plague, enemies, injustice, hunger and chaos, failed harvests, fires, floods, and other catastrophes. The accursed wealth that the church is drowning in is poisoning almost the whole of Christendom. When dogs are fighting over a bone, take the bone and they will stop. Just like the flock of ravens that has descended on this land to peck up every speck of gold and silver. They show no mercy. Their hearts are poisoned by covetousness. They trade everything. Everything is for sale. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay, and you will have absolution. And the prelates sin and give themselves absolution. For shame. Shame upon them. It is the custom of the gluttonous prelates and monks to preach against sin. But what do they know of us ordinary folk? Let us remember the marriage at Cana, where our Lord Jesus Christ himself feasted with the other guests and drank his fill. And when the wine was gone, he performed a miracle and created more. He, whose companions were poor travellers, simple folk, prostitutes and troublemakers, performed a miracle so the feast could continue. Now that's the kind of sermon I like to hear. No, brothers and sisters. Jesus did not condemn alcohol. Drink to lighten the cross you bear in this vale of tears, but not with such abandon that you cannot keep holy the Sabbath. For there should be moderation in all things, and it is not drinking itself that is sinful, but intemperance and beastly indulgence. He's right. Enough about sin, which the prelates are so fond of preaching about, and whose absolution they promise if you pay enough coin to Mother Church. What if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops? They sin without remorse, and with the money grasped from the poor for indulgences, they keep fine horses and hordes of servants to pamper them. They play dice and garb their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with the prelates! Away with them! We're fortunate to have our good Father Godwin. At least he's a fair and simple man. I say to you in the words of Jan Hus, he who knows much, let him speak much. He who knows little, let him speak little. Let each speak as much as he knows, and he who knows nothing, let him at least teach his neighbour one virtuous deed by setting him good example and refraining from playing dice and from fornication. And that applies both to priests and to you, brothers and sisters. That's his conclusion? That is all I heard in Prague. Amen. Нормально накидал. Что-то накидал, блядь, сам даже не помню. Ну чё? The lad spoke well, considering what a soak he is. He's right, that was. The young man shouldn't drink so much, but the Lord's given him a silver tongue. I don't suppose I'll ever get to Prague. You told him nicely.
Well, well, my boy, you have talent, and I can't deny it. And you pulled a thorn from my side. I almost didn't make it. Yeah, I noticed. I wasn't the only one. Oh, what's to be done? I'll make it up somehow. So, about our bargain. Although it's a sin. So's gluttony. And fornication. God does forgive a penitent. So, what did Limpy Lubosh tell you? Was he at Neuhof that day? Who was with him? And where are they now? Now, slow down. I'm sorry, but he didn't tell me that much. Don't let me down after all I've been through. For you? Well, now Lubosh came to me shortly after it happened. His conscience was gnawing at him. And I must say, in the end, he turned out to be a better man than he looked. He said they'd been hired through some crony of theirs. And at first they were just to steal some horses. But then it all turned sour and people started getting killed. And neither he nor his cronies wanted anything to do with that. So they fell out from the gang and fled. Fell out? Yeah, there was a body found in the woods by Neuhof. That would explain something. Lubosh kept jabbering that he wasn't a murderer, that he didn't want to do it. So I know that Lubosh killed the murderer and he's dead too. The trouble is, I need to find the ones who are still alive. I need names and places. Did he mention any of the others? Only nicknames. Talked about some fella called Riki from Ledechko, Pius, Timmy. Pius. That lot are about as pious as I am ordained. Nonsense. You would make an excellent priest. And anyhow, with your skills, you ought to be able to sniff out this Riki from Ledechko, right? Well, we'll have to now. There's not much else to go on. Let's hope he's not hanging from the wall too. Indeed. And I'd hate to be excommunicated for nothing. Anyhow, good luck. You watch out for yourself. These people clearly mean business. And I'd like to raise a tankard with you again sometime. Yeah, I'll try. Although I'm not sure I'd survive another night of your debauchery. And if anyone should ask, you heard nothing from me. I'll deny everything. I don't doubt it. Вот такой расклад, друзья. Че, пора, наверное, одеться. Сколько можно-то? Так, ну вроде все. Сапоги-скороходы. Надо посмотреть, кстати, что у меня дает это. Jesus, look where you're going. Так, итак, найдите других разбойников, напавших на Нойхов. Окей. Ну чё? Вперед. Выследить вонючку. Так, и хотел кое-что посмотреть. Лошадка. 72. Меч Святого Георгия. Сила 12. Панский 11. Ловкость. Мне сила нужна, получается. Навыки, пьянство. Что дает? Пивной. Подвляя алкоголя, ваши руки трясутся на спящей, и навык стрельбы из лука увеличивается на 2. Но когда вы трезветь, руки трясутся сильнее. Не, это неинтересно. У вас 50% ослабляет, как вы сможете выпить больше, однако вино вдвое сильнее, пьянит вас быстрее. То есть тут либо вино, либо пиво, да? Ну, пиво в прошлом, давайте вино. ТП. 9, сила 10. А мне нужно 12. 12 силы, друзья. 12 силы, друзья.
Очки силы, каждый уровень. Меня интересует, от чего растет, так насколько физической нагрузки, тем расходит нос, персонаж носит тяжелое оружие. Если кроме кинжалов и сабель, и мощнее его атаки, каждый уровень силы значительно увеличивает. Это все понятно. Можете спринтовать, и машина грузовая сила преимущество растет благодаря участию в боях. Пацаны, надо биться. Надо биться, набивать 2 силы. Сейчас у меня тут по минусам. Это почему? Интересно. Минус 2. Не знаю даже почему. Видимо, из-за того, что я бухой вкал. Из-за этого мне нужно, блядь... Друзья, мне нужно, короче... Линдечку. Что тут? Понятно. Мне нужно брату. Срочно нужно туда. Купить, короче, снаряжение, блядь, отремонтироваться. Ой. Что-то еще нужно было сделать. Купить снаряжение, отремонтироваться однозначно. Мне сотник Бернард еще нужен. Куда он делся, интересно. Он куда-то ускакал, блядь, его там нету больше. Хотелось с ним потренить на мечах. Может, научил бы каким приемам. Посмотрю я здесь, конечно, его сейчас. Клюет как из ведра. А, да, вот он. Отлично, что он здесь. Henry's come to see it. God save you. И вас. I'd like to train, but I want real combat with real weapons. A bit cocky, ain't you? But all right. I never learned as much with a wooden sword as with a real weapon. The old master swordsman says a true apprentice of the martial arts should be wounded at least once. Some say he should even try what it's like to die. But that's blasphemy. Let's fight then. Have no fear, I won't kill you. But you might get hurt, and if you do, I won't bandage you. You'll have to deal with the consequences yourself. What weapon will you try? Так, перевязываться. Sorry, I'll have... Ah, youthful whip. Перевязываться-то. Ну давайте сначала с деревянным. Тренировочный бой с деревянным, потому что мы деревянным проходили. Right. What weapon would you like to try? I still don't feel entirely competent with the bastard sword. I'd like to try that. Right, lad. Grab your piece, and we'll get stuck in. You asked for it. Ох ты ж, хорошо он пошел. Блять, я все забыл приемы нахуй. Этот. Красава. Блять, он... Ой, я увернулся. Почему не получается, нахуй, мои приемчики? Так, ну-ка, сотник Бернард.
Нельзя, блядь. Я хотел посмотреть приемы. Колющий, колющий, рубящий, рубящий там. О, тыкнул меня, блядь, в ножку. Ох, как он дал мне. Ладно, ладно, ладно. Машет он мечом, конечно. Отменно. Еще обзывается. Нормально. Он надо мной издевается, по-моему. Понятно, блядь. Ладно. Подожди, блядь. Итак, после такого спарринга с сотником Бернардом мне потребовался ремонт, но я немного не успел к портному, посему нужно поспать до утра. Время вечера, он уже этот хмырь закрылся, блядь. Очень странно, конечно. Ну ладно, закрылся так закрылся. Дело его. Лягу вот здесь. Посплю, отдохну, наберу сил. И с новыми силами в бой. Есть одно дельце незавершенное. Сейчас ты не можешь спать. Больше спать. Ну ёпты, блядь. Энергия, здорово. Слушайте, а я, блядь, бодр как этот, нахуй. Я не хочу спать, пацаны. Так, блядь, единственное, что палево. Получается доспех. Вот, смотрите. Все. Пиздец, ну. Пиздейшн, еще ботват, нахуй. Подустал. Ботват подустал. Однако.
Лошадочка. Поножны, блядь. Может одеть их нахуй? И очень крутые. Нахуй я вышел, блядь. Вот, смотрите. Конька, нахуй. Просто защита дикая, нахуй, становится. А эти пока на лошадочку грузанем. Ладно. Походу... Я поехал там пиздюлей отвешаю одним, нахуй. По ночуге, нахуй. Охуели, блядь. Верный, ёпта. Бани. А чё у меня там? Ну, нормально сейчас пока. Красноречие, обаяние. Пока чё, нормально. Зато силушка богатырская. Ух, хороша. Так, а куда я хочу? А сейчас я вам покажу. Так, где есть, блядь? Тут, где есть тут? Нахуй. Пизделовка, блядь. Вот руины, нахуй. Это пока нахуй. Вожака лагеря нахуй надо нахлобучить, пацаны, пока он там нет. Говорят, он сильно там охуел. Прям вообще чересчур. Вот. Надо ему объяснить, что он не прав. Категорически просто не прав. Плюс до снаряжения надо, блядь, какое-то уже раздобыть. А то я денежки-то подпросрал. То там, то сям. И все. Так. А мы по низу проскачем. Так. Он на нашем берегу. По низу тоже можно было. Ну ладно, неважно, что я заморачиваюсь. Через городочек, через рату пронесемся. ППС проседает там, друзья, в рате. Что раньше так сильно не проседал. Графика на ультрах стоит. Самая дичь. К сожалению, моя система 4К не вывозит в этой игре. Поэтому я шпилю Full HD. Вот. Обычно игры я в 4К наслаждаюсь. К сожалению, YouTube... Ну, я не записываю в 4К. Почему? Потому что сильно долго YouTube, короче, рендерит. Ну, рендерит, во-первых, рендерит, а во-вторых, конвертирует. На YouTube выкладывается очень долго, друзья. Если будет интересно, я в дальнейшем, как поменяю систему, обязательно попробую запилить что-нибудь 4К и выложить. Ой, лошадочка моя устала. Извини. Надо бы тебя заменить бы, конечно. Ты уж извини. Ну надо. Какой-то домик одинокий возле пруда. Прикольное место, смотрите. Ну да, айда галопа. Разбойник, лагерь, короче, где-то внизу. Потихонечку и проберемся сейчас сквозь заросли. О! Видели, да? Там удозвоны зашевелились что-то там. Сука, не могу залезть здесь. Походу здесь вот. Лошадки у них тут. Так, сейчас я посмотрю комбинации, если сохранял, блядь. Записывал тут, какие у меня удары на мече.
Надо действовать. Попробую их применять. Бросить телефон здесь. Все видеть. Так. Так, ну что? Кто первый, блядь, из вас, нахуй, схлопочет, нахуй, стрелу, блядь? Надеюсь, это эти мудозвоны, которых мне надо, нахуй, наебнуть. О, смотрите, один сидит вообще вон там. На нахуй. Видели, блядь? Прям, блядь, в чайник. Они меня не видели. Сука, нихуя коза. Давайте еще. Туда зашлем. Рядом. Блять. О, все. Блять, меч достань, нахуй. Ах вы пидоры, нахуй. Ну сейчас я вам. А ты чё, нахуй? Чё-то, блядь, вы сложились, нахуй, очень быстро, блядь. Вам не кажется, нахуй? Так, ты с чем был, блядь, гандон? Ладно, хуй на тебя. Где, блядь, ваши друзья, обоссанные? С тобой поинтереснее будет. Что-то не, оказывается, не было, нахуй. Ну ладно. Так, ну-ка, что там еще за комбинация у меня есть? Это была 4-ударовая комбинация. Неплохая, конечно. Все, что ли? Слабаки, блядь. Ну это, смотрите, как лег, нахуй. Просто, блядь. По красоте, конечно. Ну-ка, перевернись. Где стрела-то? Изъяли стрелу, блядь, из тебя. Хулиганы, блядь. Ой, извини, чё? Ты кто? Пидор, ты кто? Бежит, убегает, нахуй. Убегает. Зовет своих пацанов, нахуй, зовет. Мудозвонов, блядь. На. Верный. Айда, догоним, нахуй. Ну чё, блядь, ты пидор, нахуй. Сложился, блядь. Все, лук не нужен. Ухо, гроши, блядь. Отмычка, чашка, яблочко. Вот эту рубашонцу, блядь, возьмем, нахуй. Так, верный, блядь. Айда в лагерь, нахуй. Съебаться хотел, блядь. Позвать своих. Глупец, нахуй. Так. Ты полежи пока здесь, я пойду твоих, блядь, найду, нахуй. Где-то тут, нахуй, были. А это кто? А, ну это... Еще один, нахуй. Ботва, гроши, стрела. О, пробивная стрела, улучшенная. Так, по деньгам, что тут? Перчаточки. Вот так вот.
Даже это все барахло буду собирать, сука. Блять, нахуй, это, конечно, не надо было брать. Чем ты бился, блять? Тяжелый щит тоже, иди сюда. Так, и двое еще здесь лежало. Ухо, гроши, стрела. Ай, да, все возьмем. Так. А еще один. А, вот он. И ты тоже сюда иди. Так, бей вожака лагеря. Задача обновлена. Отлично. Так, у нас перевес, доспех. Ну-ка, давайте-ка на лошадку нагрузим. Это что она, ёпта? Расслабляется, ёптать. Ебать, я перевес жесткий поймал. Походу нахуй. Лишнее барахло надо. Обоссанное, короче, скинуть. Вообще жесткое. Так. Вот это нахуй, то есть. Вообще зачем мне? По кассе, короче. Угу. Ну-ка, теперь давайте погрузим. Кольца не вешают. Ну и все. Это поносит кто-нибудь, вдруг что брать. Так. Всех наебнул. Осталось тут у них прошарить везде. А, еще один, блядь, точно. Извини, забыл про тебя совсем. Дальнобойная стрела. Так, что у тебя тут по кассе есть нормальная? Койф, шкурка. Давай это возьмем. Тесак, нихуя он вешает. Заберем. Ну и все. Очень сложно, ну-ка. Не, нихуя. По замкам-то нахуй. Надо это. Хотя я дверь там очень сложно вскрывал. Не, у меня никакого шанса, он даже ничего не дает. Окей. Надо сотнику Бернарду доложить, короче, об этом. Что все тут нормально, лошадка. И все. Давайте-ка на быстром марше доберемся до сюда. Но он спит сейчас. Чего и нам советуют. Высадить вонючку. Обязательно высадим. Айда, короче, до базы. Фуганем сейчас, короче, это. Кого фуганем? Сейчас, вернее, поспим, проснемся, фуганем все нашему мельнику. А что останется второму типу? Почему им? Да потому что они дороже, бля, берут. Не знаю почему, но может из-за того, что у меня с ними как бы терки натек нормально. Но они берут прям дороже. Тереза, привет. Скоро я тебя тыкну, блядь. А вот так. А 8 часов. Ой, игра сохранена. Замечательно.
Только почему-то вес у меня подприбавил, ёптать. К чему бы это, блядь? Спасибо, что приготовили. Свинану. А вес не убавился. Ну да ладно. Да я понял. А, ёпт. Мельник. Да, сейчас. Лошадка. Давайте вот спасительную благодать тоже уже продадим. С ним мы больше не будем бегать. Панский меч тоже можно продать. Насколько бы он хорош не был. Это короткий меч. Я не буду двигаться с короткими мечами. Никак. Не хочу. Только двуручный, ну не двуручный, полутораручный меч. Так, слушай. Как насчет замкам меня там обучить-то, а? Ты что-то не могу большие вскрывать, а? Не хочет. А карманные кражи? О, карманные кражи хочет. Нет, не хочет. Понял. Так, понял. Тогда продать краденое. Сколько у тебя денег? 1,8К. Замечательно. Так, оружие. Так, продать. Оружие. Верный друг. На, забери. Давайте так. Пробивная стрела оставим. Дальнобойные. Я какими бью? Дальнобойными? Улучшенная пробивная. То есть не стоит, блять. Ну, оставлю. Они не вешают ни хрена. Спасительная благодать. Спасибо, что послужила мне. Тесак, топор, тяжелый щит. 490. Есть. Нормально. Так, поехали здесь. Забирай. Упс. Забирай. Забирай это все. О. Так, ну-ка. Так, он почти обнищал, блядь. Так, не понял. Я получу... А, я в корзине, блядь, лазю. Так. Вот это 2, 1,7. Еще 100 баксов. Ну тут... Вот это забери. Это забери. Это забери. Так, я своего там не отдал? А, дал, ёпта. Слушай, ты извини меня, конечно, но Батват придется вернуть. Это мой. Так, ну все, 1,7. Ну-ка. Ну это уже 1,8. Ну вот, нормально, 1,8. Что там говоришь? Можно поторговаться? Let's talk about the price. Sure, why not? $1860. Что-то я не понял, в чем прикол-то, ёп. А, вниз это больше. У купца нет столько денег. Ну давай, 1888. Отдашь все свои деньги? Спасибо, что ты отдал все свои деньги. Тереза, привет. Так, айда до того злодея. Прокатимся. Лошадка. Так, ну-ка, стопэ. По идее у нас сытость 95, отлично. Но у нас там были игрушки, яблочко вот уже испортилось. Придется выкинуть. А игрушку впитаю. Так. Лошадка, ты не туда, по-моему, нас ведешь. Ну-ка, прекращай. Верховая езда.
Умение дикарь работает хорошо. За городом, да. Вся возня будет за городом. В городе, может быть, потом будет где-нибудь, ну, на каких-нибудь сюжетных миссиях или еще что-то. Но пока все за городом, и пока меня все устраивает, друзья. Красота, да и только. Не перестаю я наслаждаться этой игрой, ребята. Атмосфера этой просто вообще офигенно. Где главный? Здорово, мельник. Краденое фугануть хочу. Так. Ботват мой нахуй. Какую-то его не получишь брать. Сапоги дворянина тоже не отдам. Железный койф только получается. Все, я фуганул, смотрите-ка. Еще у меня тут что? Чашу забери. Шкуру кабана. Что стоит мычкой не так? Забери тоже. Поврежденная, видимо. 427 баксов. Почему ключи? Ну-ка, ты, может, там мне 500 заплатишь? А, 450. Просто заплати, пожалуйста. Спасибо. Спасибо тебе большое. Ох ты ж. Ну что? Мы при деньгах на коне, друзья. 11к у нас в кармане. Доспех. Одеть. Это нахуй на коня. Так, иное. Давайте-ка кое-что попробуем сделать. Набор бронника, набор сапожника. А именно я хочу попробовать починить. Ну это можно... Ну ладно, я починю так. Набор бронника. Набор сапожника, окей. Обувь у меня, видимо, еще целая. Да. Ладно. Потом на лошадку сгружаем. Девчата, Покедова. Потом как-нибудь, потом. Нужно доложить сотнику Бернарду, что все нормально, что уши в кармане. То есть можно уже на шею вешать талисман бодрячий. Блять, лошадь. Запуталась, бедолага. Ты кто, блять? Доброго времени суток. God save you. Так. Я разобрался с тем лагерем. Where's the proof? Here it is. Oh. That is a night. I've had another report. Some folk were ambushed to the west of her time, on the hill across the... All right, I'll take a look around. Без базара. Так. I have some, Let's see. Bastards deserved it. 5 ушей. 25 грошей. Так. Искусственные удары не сможет он меня научить? Ну-ка, обучение на I'd like мечах. to improve. Certainly. I'd like to hope. All right. Можно, 500. Isn't that Слушай, quite a lot? я чуть-чуть с тобой поторгуюсь. Как насчет 450? Since it's you. That's not enough. Ах ты, блядь, жук. 470? Agreed. Now listen up. Красава.
Верховая езда, друзья. Так. Если ваша лошадь ранена, она будет бежать быстрее. Нет. Ваши шансы остаться в седле, если противник пытается вас спешить. Вот это можно. Ваша лошадь будет очень навористая, и в иную погоду она будет пугаться гораздо меньше. Давайте-ка остаться в седле. Сильные бедра. Сотник Бернард, можно еще вопрос? А обучение защите могу я пройти у тебя? Продвинутый. Понял. Спасибо за... А искусные удары? I've trained a bit with us. We'll test you. Stand there, take your weapon, and fight. If you look like you know what you're doing, I'll teach you a trick or two. Как тебе такое? А такое? А я еще, знаешь, что умею? Что-то забыл я уже, что я умею. О, воротик нахуй. Так, ну-ка. Так, так, так. Нет, так не проканывает. Так, 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 так. Ну-ка. Так, так, так. Не, что-то не канает. Не канает. Так, еще есть вот это. О, надо, кстати, клинч, блядь, стопудово нахуй прокачать. Вот так нахуй, а? Сотник Бернард. А так. О, хорошо. А так. Слушай, ты загнан уже в угол. Ну чё, я готов. Enough. That will do. Wasn't it all bad? All right. Seems you're ready for the next lesson. Now, pay close attention. I'll teach you the most important thing. It's good to be able to attack. It's good to be able to fend off your opponent's blows. But the best is when you're able to do both at once. Master stroke is when you parry your opponent's blow, strike him at the same time. See? I parry and strike in one move. There's no defense against this technique if it's executed well. The thing is to time it right. Block right into your opponent's strike and match your movement to his. One elegant technique and the fight is won. Try it. I'll attack slowly. You parry. Давай. Good. Как тебе такое? Так. По башке дал. Давай отсюда. Ох, отлично. Ну ладно, все, я понял, все, ты мне больше ничего не научишь. Так, что, как там у нас насчет лагеря там? Руины есть, да, к западу. Я все сделаю. Ну, сначала я добегу до... Сука, как его, блядь? Говнаря этого зовут, блядь. До портного. Во-первых, у меня нет набора портного. Во-вторых, шматье надо подлатать.
Здрасте. May the Lord watch over you, Henry. My humble greeting. Вообще поторговать я хотел бы. Набор портного. А давай 2 сразу. За 100 куплю. Больше не дам. А, ну, за 200, значит. Since it's... That's not enough. Welcome, Henry. Tough luck. О, ты вообще грубишь, оказывается. Ладно, пускай будет по-твоему. Пускай будет по-твоему. Так, стоп. I'd like to discuss the... Aye. Since it's you. I'd almost... 210. Aye, that would... Так, а я смогу сам починиться? Ну-ка, по-моему, нет, наверное. Хотя я уже прокачан нормально. Херасе. Ой, блядь, выкинул. Это мой, это мой. Ты видел, я уронил? А то скажешь, блядь. На лошадку. Так, слушай. Почини мне тогда то, что я, блядь, не могу. Ну ты жмот, блядь. Let's talk about the... Aye. Satisfied? Come now, just a little... God be with you, Henry. Forget it then. Ты заебал, нахуй. Жмот вонючий. Вообще с тобой, блядь. Сколько у меня? 67, нахуй. А, нахуй с тобой торгую вообще. Let's have a word about the... Naturally. Since it's you. Well now, well... See now, I knew we'd come to... Грабеж, нахуй. В шапку плюнул, блядь. Так. Итак. 10 тысяч у нас на руках. Все нормально. Пища. Давайте игрушку впитаем. 2. И будет нормально. Так, вроде все здесь хорошо. Здесь тоже. Все нормально. Оружие замечательно. Ну, в принципе, я готов путешествовать. Айда, пацаны. Что у нас по лошади там вообще? А, ну все, то есть ничего такого. 80. Лошадку бы, конечно, Ребзя, я бы поменял. Нёйхов. Давайте доскачем до туда. Там есть хорошие лошадки. А, еще где-то... Кому я помогал-то с лошадьми-то? Вспомнить бы, блядь. Здесь, по-моему. Да, давайте до Нёйха. Или, ладно, это я за кадром, наверное, сделаю. А сейчас раздадим ёбаным, блядь, разбойникам. Лучше уж на мечах посражаться, чем закупкой лошади заниматься. Ай, да. О. Поскочу туда с чистой сракой. И с пустыми колоколами. I'd like to... So what are you Proper bar. Все вместе нельзя, алклюзив. And my clothes. As you wish. Да, держи. Fine. I'm sure.
Ух, хороша банька. Что у меня сейчас? Ну-ка глянем. 7:13. Так, ближний бой. У меня на улучшение всего 14. Круто. Так, а у меня тут еще бой мечом. Длинный меч, пацаны. Последнее улучшение. Ну, именно на этом, на длинном мече. После нескольких ударов с неожиданных сторон уклонитесь от клинка оппонента и, завернув коротким поворотом свой клинок, за его нанесите рубящий удар. Незащищенное лицо. При правильном выполнении это очень мощная связка. Тык-тык-тык-тык. Нихуя. Рубящий, 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 пацаны. Лево-вправо, вниз-вправо. Круто, ну. Конечно, это улучшу. Конечно же улучшу. И скажу больше, я еще себе сохраню это дело все, чтобы, блядь, пользоваться это неоднократно этим. Так, также у меня силушка выросла. Могильщик нет. Ну, нет. Крепкая хата восстановлена. Ваш вынос не будет замедляться, даже если нет. Это мастер клинча. Вот я что хотел. Увеличу мастер клинча. Пора уже откидывать всех нахер, блядь. Вот дорога, ведущая туда. Серьезный у нас уже рыцарь так-то, ребятки. О, сюда, по-моему. А это что? Так, вот здесь я проверю. Купец идет, пацаны. Точка интереса. Сесть. Что-то я нифига не нахожу в этих точках интереса. Дерево срубленное. Ну что-то тут все-таки есть. Не. Запомню это место просто и все. Так, где лошадка? Давай аккуратненько по скалам тогда. Так, с вами я тут углежоги уже, по-моему, батл катал. Кто рыбку вялит? Певчанскому, наверное. Опа, все есть. Hey, what are you? О, лайкик-то вон. Эй, там кто-то орал. Давайте-ка используем. У нас есть стрелы, которые, блядь, мы нахуй. Нет, по одной штучке. О, идет. Вот отсюда. Она нахуй.
как тебе такое, блядь? Ха-ха-ха. Пацаны. Или ты орешь там? Пидор, нахуй. Попал, что ли? О, бежит, 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 видели? Так, поставим вот эти стрелы. И примем бой, нахуй. Давайте новым, попробуем новым этим приемом, нахуй. Как там он сейчас? Ну-ка, рубище, 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 рубище. Лево, право, вниз, право. Пошла жара. Ты, говорят, фехтуешь хорошо? Ты где? А, все, ёптыть. Да, блядь, пацаны, нахуй. Оказывается, нахуй, слухи про тебя были ложью. Что там? О! Ты видел, что с твоим другом, блядь, произошло, нахуй? На! А как тебе? Так! 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 Так, нахуй. Перевернула, нахуй. Так, что это у тебя? Осколок, иди сюда. Кстати, а ты чем, блядь, бился? Где твой меч? О, какой-то там меч, что-то я не прочитал. Слабаки, блядь. Так, этот со стрелы ушел. Кто? Где это? О, обоссанный лучник, нахуй. Пидорас. Лук свой отдай, нахуй. О, вот, смотрите, дура там, дура. Сейчас я его с лука, нахуй. Hey, who's there? Who's there? Нахуй пошел, блядь. Ой, простите. За шум. Что там у меня? Ладно, сейчас всех обшмонаю, нахуй, пацаны, блядь. Так, обобрал этих, блядь, говнарей, нахуй. Там еще остались в лагере ребята, которые не обобраны. Надо, блядь, их это... Которых я со стрел убрал. Вот этот, например. Что тут у него, блядь? Так, лук убери. Это что, деревяшка? Ухо, гроши. Но у меня просто уже это... Не могу это сказать. Дофига так всего. Тяжелый щит, перчатки. Ну, если что... Ой, игра, блядь. Зачем ты свернулась опять, а? Тебе не стыдно, блядь? Если что, без быстрого перехода, ничего страшного. Вроде ни с кем, блядь, больше это сражаться я не собирался. Топорик, нахуй, нахуй, оставь себе. Так, еще где-то, блядь, один был. Двое, вернее, один здесь. Ухо. Так, пробивная, стрела дальнобойная. Это возьмем, так, блядь, все. Просто не то тыкнул. Это. Окей. И еще где-то, блядь, который убегал, орал, блядь. Где он? Блядь, где же он? Бля, я же точно в него попадал. Зайчик. Слушай, сколько зайцев, ну? У меня есть так квест там по зайцам. Нужно, блядь, 100 зайцев притащить, нахуй, бедолаги.
Блин, ну ладно. Давайте в лагерь зайдем. Лошадка ко мне. Поближе, чтобы не бегать за тобой. Открыть. Уху! Наживо, блядь. Была ваша, стала наша. Суп нахуй. Вдруг придете обратно. Или тот, которому я поддал под сраку, вернется. Травленное вино. Можете себе отставить тоже. Так, ну что, пора в путь нам. Мой верный конь. Так, сотник Бернард ждет нас. Также нас ждет и мельник. Так, метку, пожалуйста. Метку, плиз. Во-во-во-во-во-во. Бля, сейчас, пацаны, все продам. Вот денег будет. Так, углежопы. Деньгами разживусь. Уху. Лошадку новую себе куплю. Будет носить у меня, блядь, в 5 раз больше. Наверное. Интересно, они там так носят. Короче, посмотрю я. Сбегаю потом. Да, друзья. Вообще качественно все у нас проходит. Рыцарем мы стали уже хорошим. И умения добротные. И меч хороший. И удар держим. И все на свете. И бьемся качественно. Все классно. Мельник, ты где? Я тут... А, у тебя, наверное, денег нет. Я ж тебе все впарил уже, извини, блядь. Иди сюда. God save you. I've got some goods here. All right. Да, да, нету. Нету денег у него вообще. Так, айда. К тому. Сейчас со своего рюкзака барыжнем туда. А потом лошадки продадим в городе. Краденого-то у нас нету. Все нормально. Все законно добытое. С разбойников. Что-то в последнее время не нападают на меня эти. Не русские. О, только, блядь, сказал, что на меня не нападают. Че, все нахуй? Нахуй. И друга своему скажи, блядь. Давай-ка мы с ним сейчас в перестрелки поиграем. Дуэль будет такая. Некая. После выстрела каждый на 3 метра подходит. Нахуй пошел. Всё, блядь. Уху. Говорю, только что-то давно на меня половцы не нападали, вот эти. Не русские, нахуй. И тут же бах, и они, блядь, понимаете? Как слышат, нахуй. Как знают. Молодцы. Половская шапа. Так, дальнобойная стрела верни. Кренделечек, пожалуйста, на базу. Дубиночку возьмем. Остальное ставь себе. Так, где твой друг? Он, блядь, от одного... От одного вида моего, блядь, просто... Ты его видели, нахуй? Просто, блядь, не бей, я попутал, пацан, нахуй. Просто обосрался, нахуй.
Увидел, блядь, пиздец, думает, нихуя мы, блядь, погнали, ну. Не на того напали. Ой, что-то все сверхом. Надеюсь, блядь, у него хватит денег, чтобы меня купить. Greetings. Здорово. А чем ты учишь? I'd like you to Скрытности? teach. Certainly. I'm interested in. Wouldn't you rather? Понятно, нахуй. Well, I've got some goods here. All right. 1,8, отлично. Отличненько просто. Так, так, продать. Оружие. Тесак, дубинку, лука 2 штуки забери. Меч грабителя забери. Меч мясника, осколок забери. Пробивную стрелу оставим. Топор и щит забери. Теперь доспехи. Поехали. Так, ничего такого нет, чтобы могло меня удивить. Нету. Окей. Забираем. Забираем, забираем, забираем. Косарь 100. Серебряное колечко, кстати, я не одел до сих пор. А надо бы. Забираем, забираем. Забираем. 1,3. Торговаться не буду с тобой. Забирай 567 баксов. Давайте колечко оденем, а то, блядь. Не то пальто. Так, лошадка. Выдавай. Барахло. О, косарь стоит, блядь. Я тут так-то до хера, блядь. Все. I've got some goods here whose own. All right. 500 баксов там у тебя осталось. Мы сейчас угонем оставшиеся. Так, давайте начнем с тяжелого и дорогого. Это у нас вот с этого. Хоп. Хоп. Вот это. 657, блядь. Сука, ну нету, блядь. Хорошая цена, нахуй. Вообще офигенная цена. Я их не продам там дороже. Может, этому за 657. Ну смысл. Ладно, забирай, забирай. Так, вот так, 548. 567. Ну, почти все, в принципе, так и оставим. Отлично. Да, оббирать тебя до конца не буду, оставь на телочек. Ну что, ждет нас Рата. Сотник Бернард. Давайте на быстром марше. Чип за утро все сделали, блядь. Дождь. Бля, лошадка опять запуталась у меня. Здравствуйте, сотник Бернард. I'm at your service. Я разобрался с лагерем, ёптать. Where's the proof? Конечно, вот. Good work. Отлично. I've heard about another encampment. Oh. Seems it's somewhere near the stream that flows down. Very well, I'll take a look. Будет сделано. Так, уши еще вот, пожалуйста. Quite a collection. 25 баксов еще, Boy, you're пожалуйста. God's own avenging. Все, спасибо, сотник Бернард. Будет сделано.
Итак, друзья, на сей доблестной ноте мы завершим сегодняшнее приключение в Kingdom Come Deliverance. Продолжим уже в следующей серии. Спасибо, друзья, что смотрите. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вы были на канале Игролайф. Всех рад здесь видеть. Спасибо, друзья, за просмотр. Всем до скорого. И пока.